Так, еще раз добрый день. Еще какие вопросы? Есть какие-то? У меня еще такой, ну, не знаю, вопрос, не вопрос, заковырка. Вот Елена сказала то, что негативные качества — это, вы ответили на ее вопрос. Негативные качества — это отсутствие какого-то качества в человеке. А если взять мужчину и женщину, если на уровне ДНК у мужчины отсутствует там какая-то хромосома или еще чего-то, Да. И чего? вот, в данном случае, что получается, мужчина негативный элемент, ну, ладно, это это вообще не к теме, это я так. Смотрите, ребенку передается как половина генома от мужчины, половина генома от женщины. Да. И это на самом деле хорошо, потому что есть тогда возможность соединять что-то вот в каких-то новых соотношениях и получать. Есть Поэтому дальнейшее развитие. да, то есть природа вот придумала этот механизм, то есть она его просто воспроизвела, да, то есть это как бы вот прямое отображение то, что происходит в мире структур. Сейчас мы возьмем. И поэтому, например, вот мы в прошлый раз, да, в этой книжке определили там вот про вас с Надеждой, что вы являетесь одинаковыми картами друг друга. С вашей картой рождения совпадают, да, то есть это о чем говорит? О том, что вы зеркала друг для друга. Если вы там эту книжку смотрели, то там видно написано, что люди, у которых совпадают карты рождения, являются зеркалами. Поэтому, если мы смотрим на другого человека и находим, что в нем чего-то нам не совсем приятно, что-то вот не так, то это надо понимать, что это что-то в нас есть такое. То есть то, на чем мы закрываем глаза у себя. Это классно, потому что есть возможность проработать, как бы, глядя вот на то, как взаимодействуешь, можно проработать какие-то вопросы, которые... Поэтому мы по жизни сталкиваемся с людьми, и с каждым мы можем что-то прорабатывать. И у каждого есть какие-то возможности, которые мы можем применять для того, чтобы найти путь другой, да, то есть наработать какие-то качества, которые просто так не получается. И здесь есть вот варианты, когда есть кармические, да, родственники, например. То есть у нас есть долги какие-то, которые мы друг другу отдаем, которые мы набрали там в предыдущей жизни. И нам кто-то отдает какие-то долги. То есть, и поэтому мы, сталкиваясь в этой жизни, можем прорабатывать вопросы, которые лежат, например, за пределами нашей жизни. Значит, пока я тут подыскиваю, как бы, вот такое задание. У нас вот структуры, вот эти вот потенциалы любви. У вас, у кого есть, значит, тот настраивается на ту структуру, которая у него. Значит, кто еще не успел подключиться, тот настраивается на ту структуру, которая идет через канал. То есть, как настроиться? Значит, если у вас структура в виде карточки, да, то есть, ну, распечатана в виде файла, вы ее берете и кладете себе вот на сердечную чакру. И начинаете слушать, как она с вами взаимодействует. Да, то есть, как бы, если у вас вы просто присоединены, как трансляция идет, тогда просто руку свою, да, правую в сердечной чакре. То есть, как бы поток уже от вашей руки. И слушаете, как бы, ее. И те, кто только через канал сейчас пока воспринимает эту структуру, значит, тогда как бы вы как бы вот поток вот рукой как бы вот этот идет от экрана, вы его зачерпнули как бы рукой и тоже как бы вот к себе. И чувствуете, как у вас этот поток, вы взаимодействуете. Поэтому пока мы тут идем, настройку делаем, вы пока тоже настраиваетесь на вот это. А потом немножко сейчас порассказывайте, как те, кто уже подключался, какие ощущения были, какие наблюдения. Хорошо. Значит, настройку мы на карту любви и на потенциал любви делали. Значит, дальше что мы будем с этим делать? Да, то есть дальше мы будем натягивать вот эти световые струны. Опять же, вот мы в прошлый раз говорили о простых упражнениях, связанных с тем, что мы можем светом друг с другом соединяться. То есть в отличие от пролетариев, у которых ничего нету, у нас есть это свет. Поэтому светом мы можем соединяться не только со светами, но и с другими людьми тоже.
То есть что это дает? Это дает возможность создания вот таких вот многомерных структур, когда множество объектов, да, то есть если мы опять вернемся, вот смотрите, эксперт-операторное взаимодействие, вот к этой вот как бы базовой картинке. У нас что получается, да, есть, получается, один объект, одно множество, есть другое множество, да, то есть как бы эксперт-операторное взаимодействие фактически является моделью вот этих структурных взаимодействий, когда оператор – это у нас мир структур, проявляет, да, то есть, а эксперт проявляет нам нашу реальность. Да, то есть они фактически вот тоже являются двумя множествами, но они как бы на переходе. То есть их взаимодействие формирует нам что? Когда мы говорим о переходе из мира структур в реальность. Это время. Да? Время у нас является проявителем вот этого вот как раз перехода. Да? То есть, а свет, который мы используем для этого, то есть свет любви, он как раз и будет являться вот этой вот системой связи, да? То есть соединяющей нас вот в некое многообразие, которое проявляет определенную структуру. Поэтому эксперт-операторное взаимодействие фактически является вот этой технологией проявления структур. Поэтому вот следующий этап, когда мы говорим, вот как создаются структуры светличные, следующий этап – это эксперт-операторное взаимодействие. В эксперт-операторных взаимодействиях мы делаем эти взаимодействия до тех пор, пока мы можем, пока у нас не проявится эта структура в нас самих. В чем это можно? Это как некие знания. Знание, что все, вопрос решен, задача решена, и есть понимание, что надо делать. Чтобы мы могли сейчас сделать определенные связи, да, то есть друг с другом. То есть мы сейчас будем опять на пары разбиваться, но мы будем разбиваться вот в соответствии вот с этими вот сочетаниями. Посмотрим, что у нас получится, что мы можем скомпоновать. Значит, что надо еще сделать? Воды надо. Будем заряжать воду потенциалом любви. Надо обязательно, чтобы у нас где-то вот тут, в пределах этого монитора, стояла вода. Значит, у нас там, когда рассматривается в этой книге разные связи, то есть как бы вот как сочетаются те или иные карты. Вот как бы вот такая вот табличка в каждой карте есть. И с какой картой вы тут сочетаетесь, какие планеты у вас являются более проявлены. И вот есть как бы связь номер один. Она самая как бы сильная, и поэтому, но тут есть разными людьми как бы по-разному проявляется. Поэтому мы можем взять вот эту вот связь и посмотреть, где у нас есть связь по Венере, да, то есть у нас Венера планета любви, поэтому мы можем попробовать, получится у нас такое сочетание сделать, как бы вот для тех, кого мы сейчас назвали. Так, с кого мы начнем? Какие у нас там карты, вы сейчас тогда мне будете их называть, а я буду говорить, где, по какой карте. Ну, давайте, вот у нас есть, например, моя карта, шестерка бубновая. С какими картами она сочетается лучше всего? Шестерка бубновая. Вот тут есть такая привлекательность, напряженность и совместимость дальше. Вот максимальная совместимость у нас идет с пятеркой пик. Совместимость 10. Хотя есть определенная напряженность. Потому что здесь карта Венера в основном в жизненном наборе, есть карта Венера в основном в духовном наборе. Но, опять же, есть важные вопросы, что не всегда вот напряженность говорит о чем-то плохом. Потому что есть определенные уроки, которые люди, набрав определенный опыт, могут пройти друг с другом. И это очень хорошо. Да. Но Джокер, он с любым сочетается, с любой картой. На то он и Джокер. Так, отлично. Хорошо, смотрите, что мы сейчас будем делать. Мы будем опять элементарные вещи делать, как бы для начала. Потому что у нас это упражнение, которое является базовым. Мы начинали вот в прошлый раз.
с натягивания струн. Да, то есть что мы опять делаем? Значит, мы пробуем... Значит, вот мы пары назвали, сейчас мы будем взаимодействовать. Сейчас посмотрим общую картинку, общий расклад. Значит, есть такое явление, пока тут выводится, называется интуиция. То есть, почему мы говорим про интуицию? Потому что вот в любви, так как это многомерное явление, тут чисто логикой, ну, как бы она не работает. Но так как явление интуиции, это на самом деле немножко не то, что... То есть, одним словом, интуиция называется много разных явлений. И всего этого есть путаница из-за того, что, как бы, когда говорят, то кто-то о подсознании говорит, кто-то о сверхсознании, кто-то говорит про скопию, как заглядывание в будущее, кто-то еще о чем-то говорит. И поэтому, когда мы говорим про любовь, мы просто говорим, что есть некий свет, который многомерно может нас связывать, соединять, и нам важно почувствовать это взаимодействие, почувствовать другого человека, почувствовать так. Значит, те, кто еще не присоединился к структуре потенциала любви, вы это можете сделать после вебинара, вот по той же самой схеме, которую мы описывали. Рекомендую это сделать. Почему? Потому что тогда вы можете повзаимодействовать с ней более полно, потому что то, что мы сегодня будем делать, это как бы закладка, которая дальше будет разворачиваться. И структура потенциала любви будет способствовать более полному проявлению. Поэтому то, что мы сейчас будем делать, мы будем называться, будем общим словом назовем развитие интуиции. Но вариант какой? Только вариант взаимодействия друг с другом. Да? То есть мы должны почувствовать другой мир, другого человека и с ним провзаимодействовать. То есть натянуть вот эту световую струну друг с другом и обеспечить наращивание мерности. Да? То есть мерности отношений как возможность обмениваться качествами друг с другом. О, отлично. Смотрите, сколько у нас чего получилось. Так, у нас 2 джокера. Там, 4 вот это у нас. Это у нас вот такие карты появились, да? То есть, как бы проявились. Да, нету только тех, кто по 3. Ага, ну понятно. То есть много третьих карт, но их тут Да, нету. ну ничего. Так, И то не все еще. какая масть у нас? У нас, смотрите, в основном представлены трефы и бубны, как основная масса. А черв очень мало. А червы это как раз вот у нас карты, которые отвечают за любовь. Поэтому на них основная нагрузка сегодня. Так, хорошо, спасибо. То есть у нас такое интересное сочетание получилось. Тройки, десятки. Спасибо. Так, ну ладно, давайте тогда закрываем и начнем тогда организовать взаимодействие. Значит, что мы делаем? Опять же, вот те, кого мы первого назвали, да, то есть как бы они пытаются, они будут операторами, а те, кто второго мы назвали, это эксперты. Пары у нас названы, да, то есть что мы сейчас делаем? Мы сейчас опять попробуем вот это вот через вот это время и расстояние попробовать коснуться другого человека светом своей руки, да, то есть и передать ему ваше движение назад сначала. То есть мы пробуем как бы простое упражнение, которое мы обычно делаем на всех семинарах. Это базовое упражнение, которое, я считаю, ну как вот играть гамму для тех, кто пытается музыкой заниматься, да, то есть как бы развивая свои навыки эксперта-операторного взаимодействия. И оно никогда не может надоесть, потому что каждый раз мы с новыми людьми взаимодействуем. Поэтому те, кто у нас названы экспертами, они встают. Так, ну давай. Эксперты кто? Первые? Эксперты, которые первые, будут эксперты, вторые у нас будут операторы. А потом все равно мы поменяемся, да, то есть поэтому эксперт отходит на шаг от монитора или на 2 шага и разворачивается спиной. То есть те, кто является операторами, они находят своего эксперта здесь в окошечке, да, и пытаются
соединиться. У нас, вот мы говорим, да, сердечная чакра, чакра любви. Мы пытаемся вот этим светом, который у нас есть, его как бы вот переводим в руку, да, то есть как бы, и вот это вот такой световой шарик, его как бы отправляем вот к тому вашему эксперту. И касаемся, и чувствуем вот это, да, то есть как бы чувствуем, как между вами образовалась вот такая световая ниточка, или световая трубочка, по которой начинают вот туда-сюда обмениваться, вы начинаете некой плазмой любви, как бы появляется некий такой огонек, то есть как бы между вами. Вы касаетесь, и что делать? И просто, чтобы человек сделал шаг назад, да, то есть человек слышит и делает шаг назад. Вот. Еще раз повторяем. То есть на 3 раза надо повторить, как бы делаем. Отлично. И еще разочек. Вот, отлично. Хорошо, теперь меняемся. Меняемся. Теперь тот, кто был оператором, становится экспертом. И наоборот. Да? Поворачивай. Вот. И 3 раза также повторяем. И еще разочек. Ну, отлично. Хорошо. Спасибо. Значит, теперь опять те, кто, опять же, вот были первый раз операторами, они опять становятся операторами. Теперь отрабатываем другое движение. Движение вперед. Да, то есть как бы надо прикоснуться, опять же, вот этим световым шариком, да, то есть как бы к тому шарику, который вот вокруг человека. То есть не на человека мы пытаемся, да, а пытаемся взаимодействовать, и мы касаемся этим шариком и как бы немножко его надавливаем. И тогда человек слышит это давление и делает шаг вперед. Давайте попробуем. То есть опять поменялись, и опять те вот, кто был, опять мы уже делаем другое. Отлично. Еще разочек. А эксперт должен спиной к экрану стоять. Ну, спиной, чтобы было слышно, конечно. То есть, чтобы человек реагировал не на движение руки, а на ту вашу мысль, которую вы транслируете. Значит, ну давайте еще разочек. И 3-й раз. Вперед. Угу. Отлично. Замечательно. И опять меняемся, да, то есть и опять делаем, опять же, то же самое. То есть, так, еще разочек. Опять 3 раза мы это делаем. Так. И 3-й раз. Третий раз не очень четко, ну ладно.
Ну, то есть это более сложное упражнение, потому что назад как-то легче его люди воспринимают, но его тоже надо делать. Потом следующий, как говорят, мы сейчас не будем уже делать, то есть повороты. Тогда одна рука толкает, другая тянет, да, как бы, да, то есть чтобы человек услышал, как делают вот такие повороты. Почему это важно? Потому что мы как раз вот такими вот простыми упражнениями вот эти световые струны натягиваем, как бы, да, то есть прежде чем начать вот это взаимодействие, мы можем натянуть вот такие вот световые струны, и дальше мы теперь можем на этих струнах играть. Как бы вот мы настроили их, сейчас поиграем, потом одну вещь покажем вам уже вот с картами на упражнение, на развитие интуиции. Ну, даже не одно, может быть два. Значит, что мы делаем сейчас? Значит, сейчас мы включим музыку. И вот в этом поле световом, которое мы сейчас создали, да, вот натянув вот эти вот струны, да, то есть у нас есть, опять же, есть операторы и эксперты, но они же и эксперты, и операторы, здесь взаимодействие. Вот начинается вот это взаимодействие, да, то есть вот друг с другом, но с учетом вот этих вот всех струн, которые вот были другими натянуты. Поэтому мы сейчас включим. Так, давайте сейчас мы сделаем паузу. Тогда еще продолжим наше взаимодействие. То есть, что сейчас мы попробуем поделать? То есть, мы опять же вроде бы как тут не обозначили, то есть я просто подумал, что и так большинство в курсе, что делать, но вот вопросы возникли. Не у всех, не все в курсе. Значит, то есть вот в этом световом пространстве, которое мы как бы создали, да, вот натянув вот эти вот струны, значит, сейчас мы давайте опять попробуем подвигаться, но это как бы учитывая, что вот мы этими струнами тоже соединены с этим пространством, да, то есть как бы и эти струны нас как бы тоже они двигают, то есть ну, как бы из-за того, что мы как бы внутри этого пространства, да, то есть мы пытаемся в нем, ну, как бы вот есть внутренний определенный звук, да, скажем так, вот световой звук, который позволяет нам в этом пространстве начать взаимодействовать как бы как с одним целым с этим пространством, да, то есть и мы начинаем двигаться, то есть двигаться в этом пространстве, ощущая вот эти световые потоки, и мы пытаемся вписаться, скажем так, в эти потоки так, чтобы вот дополнить их. То есть мы не просто как бы в нем двигаемся каким-то образом, да, то есть как бы, а понимая, что из нас тоже идет свет, да, то есть и мы этими световыми потоками тоже с этими струнами начинаем взаимодействовать. Это как бы такая некая игра на вот таких вот световых струнах. И у нас это, ну, получается некий такой коллективный оркестр, когда каждый как бы вот задевает какие-то вот такие световые струны, они откликаются у него внутри в душе, и одновременно они звучат у всех остальных. То есть вот такая как бы вот картинка. То есть сейчас мы еще одну музыку попробуем завести прямо из компьютера. То есть что мы опять делаем? Да? То есть как бы мы опять становимся и начинаем слушать вот это вот поток, который у нас идет от структуры с одной стороны, да, то есть он нам помогает как бы настроиться на вот это вот. И дальше мы начинаем ощущать, как бы слышать вот эти вот световые струны, да, и предполагаем, что у нас каждый пальчик, у него тоже идет своя световая струна. И вот этими струнами мы начинаем играть на вот этом вот таком большом музыкальном инструменте световом. То есть это такое световое композицирование. То есть это вот как раз то, что называется светотворчеством. Светотворчеством, времятворчеством. Да, то есть мы творим своим светом новое время. Вы сейчас настраиваетесь на всех сразу. А, на всех сразу? Вставать надо или нет? Натянуты, да, то есть сейчас не на своего конкретного человека, как бы, вы его ощущаете, у вас эти струны натянуты, они остались. Вы их уже натянули, у вас уже как бы вот есть некая совокупность определенных. Но есть еще множество других струн, которые тут существуют также одновременно. Ну, нужно встать, да? Первым надо встать. Всем надо встать. А, всем надо. Все встают и начинают в этом световом пространстве как бы композицировать своим светом. То есть они начинают слышать это пространство, там уже как бы есть неопределенная световая, да, то есть как бы с одной стороны вы отображаете как эксперт вот этот световые потоки, которые к вам идут, а с другой стороны вы как оператор тоже начинаете на этом инструменте играть, как бы извлекая свои собственные звуки. Вернее, звуки света. Всеобщие аплодисменты. Так.
Ну вот такие вот синтезные процессы, когда мы эксперт-операторное взаимодействие организуем правильно, то происходит всегда появление чего-то нового. Да? То есть как бы любовь, она нам и для того дана, для того, чтобы мы что-то новенькое все время производили. То есть при этом что происходит еще? Это создание нового времени, да? Потому что мы, чтобы что-то появилось, у него должно в первую очередь появиться время. Поэтому вот, как бы, вот это световремя, которое при этом формируется, оно начнет потом проявляться через через, опять же, некоторое время в жизни каждого человека как какие-то изменения, да, в положительную сторону, направленные на развитие его творческих состояний. То есть чтобы можно было в этом мире его творить, а не просто как бы жить ну, как движется, так и движется. Ну, потому что раз есть такая возможность творить, то я не думаю, что от нас не требует ее использовать. Да? То есть, как бы там, когда мы куда-то там будем переходить, то я думаю, что то, что мы сможем набрать вот в качестве вот этого умения, навыка световых взаимодействий, нам это может потом сильно пригодиться. Ну и в этом же мире, в котором мы сами сейчас живем, тоже интересно было все-таки наблюдать какие-то положительные сдвиги в сторону того, чтобы мир действительно превращался вот в Эдемский сад, о котором столько говорится, но чтобы это происходило не насильственно, как бы мы заставим всех жить в этом Эдемском саду, да, а чтобы это было естественно, и каждый человек мог выбирать, что ему лучше. Поэтому здесь мы и пытаемся вот в таких коллективных взаимодействиях с помощью светличных структур настроиться на вот это вот коллективное отношение и использовать их для того, чтобы можно было и себя проявить, с одной стороны, а с другой стороны наладить, наконец, этот класс отношений таким, чтобы мы могли быть уже как некая созидающая сила. Не наблюдающая, да, то есть как бы, а те, кто может предложить какие-то новые системы отношений. Ну, как вот у нас в организме. Да? Каждая клеточка, каждый орган друг с другом связан и работает как бы как одно целое. И ни один человек, ни один орган не пытается как бы сказать, что он самый главный, а остальные вот менее главные. Ни одна клетка не пытается как бы вот играть в свою игру, а есть понимание как бы у этого внутреннего вот организма, некая направляющая сила, которая помогает вот существовать как единому целому. Я думаю, что у человечества есть тоже такая возможность начать себя ощущать как некое единое целое, минуя вот стадии вот этой конфронтации друг с другом. И вот любовь, которой мы тут пытаемся заниматься, она как раз нам таким инструментом и является. Но вот чтобы было понятно, что время, оно такая какая-то достаточно сложная штука, ее трудно понять. И вот наши действия, они совсем могут быть, мы как бы делаем что-то одно, а на самом деле что-то